Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Внезапно вспомнилось, как Каои пришлось удалить целую рекламу, потому что Тэхён и Чонгук решили сплести свои руки. Девятое место. Даже в таких мелочах такие милые вещи. Восьмое место. Совпадение или нет? Считаю, что пришло время напомнить вам о том, кто спит рядом с Тэхёном, как сопит ему на ухо и насколько Тэхён от этого кайфует, что решил среди ночи выйти в эфир и продемонстрировать всему миру, как он счастлив. Кто же это был рядом? Теории были разные, начиная от Стаффа, который почему-то спит рядом с Тэхёнами, заканчивая ничего не подозревающим Питером Утсом. Не спрашивайте, просто поверьте. Но у меня плохая новость для неверующих и отличная для нас. Это был Чонгук. Они пара. Занавес. И все бы ничего, но когда на эфире ребят зашла речь о храпе, между Тэйкук произошел диалог. Чонгук спросил, как научиться справляться со своим храпом. Тэхён ответил: «В прошлый раз я буквально показал тебе запись твоего храпа». Ну и финальная точка. Когда Арми спросила, где Чонгук, Тэхён поспешил ей ответить: «Спит рядом со мной». Всякая правда, озвученная прямым текстом, почему-то воспринимается людьми как шутка. Но, как мы помним, в каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда. Из серии «Мы вам намекаем, а вы все никак не поймете». Чонгук и Тэхён говорили нам в последнее время о том, что им нравится гавайская пицца. А мы, как всегда, тупим в унисон. Стилист Муджин Чой в Инстаграм. Путешествует где-то, показал знаковую игрушку Hello Kitty, на что намекаешь, дружок. Надеюсь, менеджеры Тэхёна и Чонгука тоже хорошо отдохнули. Интересненько. Седьмое место.
Ох уж эта ревность. Шестое место. Поведение пары. Чимин спалил, а мы очень даже не против. Тэхён ходит в спортзал с Чангуком, чтобы залипать на его тренировки. А потом подходит и щупает пресс. Итак, флирт-подпись Тэхёна для Чангука настолько романтична, что корейские профессиональные преподаватели ценят его литературную красоту, а сами корейцы задыхаются от любовного шарма Тэхёна. Комментарий от лингвиста-любителя. Как упоминалось в посте, оба перевода верны. «Такой милый, что я могу умереть» — это дословный перевод, но его значение на местном языке должно быть более фокусным, что означает «я так сильно тебя люблю». Здесь так сильно происходит от чувства, моя любовь к тебе не знает границ. Я люблю тебя так сильно, что могу умереть. Обычно эти фразы произносятся между влюбленными, но родители, которые слишком увлечены проявлением своей любви, также могут использовать их, но это редкость. Несмотря на то, что скиншип распространен среди корейских парней, подобные слова определенно вызовут удивление, если их произнести в обычной обстановке. Я не проверял, как на это реагируют корейцы, но хорошо, что они айдолы, поэтому все может сойти за удовольствие для фанатов. Хорошо для него будет положительно воспринято. Его слова «я люблю тебя для своего малыша» потрясли некоторых людей, но не станет чем-то серьезным для большинства, потому что он айдол. Другие комментарии. Я показал своему другу, он сказал, что это красота, за которую стоит умереть, и это означает то же самое, что и я очень тебя люблю. Он сказал, он такой красивый, я умираю из-за него. Да, я думаю, Тэхён хорошо умеет выражать свои чувства, поэтому он использовал это. Но в Корее мужчины не используют такие выражения. На самом деле эти слова предназначены для тех, у кого очень близкие отношения. И, наконец, комментарии корейских фанатов, которые не являются вегукерами. Что это значит? Тэхён сказал, что хочет увидеть Чангука на Гавайях, и Чангук сразу же сел на самолет и прилетел на Гавайи. Серьезно? Что за гей-активность? Я апну и пыталась отрицать это в течение 10 лет своей жизни, но в конце концов, я признаю это, я проиграла, ребята. Он любит его так сильно. Пятое место. Одного моргания Чангука достаточно, чтобы Тэхён застеснялся. Четвертое место. Забота. Этот момент напомнил Тэйкук на премьере «Мечты», только на этот раз Тэхён искал поддержку Чангука. В одном из эпизодов Burn the Stage Чангук рассказал, как Хёны долго отучали от его жадности и мании забирать все только себе. Участники научили Чангука быть более самоотверженным человеком, который может отложить в сторону свои интересы, чтобы помочь другому. Когда Чангук только переехал в Сеул, он был настолько стеснительным, что ему было трудно говорить перед камерой и незнакомыми людьми. Чангук даже не мог сходить в душ в их общежитии, пока не убедится, что все остальные участники легли спать. Чангук еще не избавился от своей застенчивости, но экстравертные хёны каждый раз помогают Чангуку. Особенно Тэхён. Чангук считает, что именно Тэхён больше всего помог ему стать более общительным.
Третье место. Новости. Компания Макдоналдс в Твиттере грядет нечто невероятное. Вы догадываетесь, о чем речь? Если присмотреться, то в углу фото есть надпись «BT21». А теперь встали и громкие аплодисменты Тэхёну. Все хейтеры сейчас унизились, потому что Тэхён просто взял и дал нам жирный спойлер. Нас ждет коллаборация. В очередной раз убеждаюсь, что этот человек ничего не делает просто так. Чангуку идет любая хореография. Женская, мягкая, плавная, жесткая, исполняя любую из них, он сделает так, чтобы мы при любом раскладе оказались где-то на уровне его подошвы, ну или на ней. Тэхён 26 июля 2014 года в Твиттере. Чанвон из Анхипен упомянул Чангука в своем эфире. Мне нравится выступление Standing Next to You на Хихарт Радио. Я даже скачал его, потому что часто вижу его в самолете. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 스트리밍 넥스트는 이 iHeart Radio 라이브. Нейва пишет, Spotify, глобальная потоковая музыкальная платформа, объявила 25 числа Global Impact List of Korean Music 2024. Список 30 самых воспроизводимых песен в других странах, кроме Кореи, в первой половине года, сосредоточившись на музыке корейских исполнителей, выпущенной в период с января по июнь 2024 года. Сольная песня Тэхёна «Friends» последовала за Magnetic на втором месте. BTS была зарегистрирована как команда с наибольшим количеством песен, с 6 сольными песнями в списке. Never Let Go Чангука занял 9 место. Нуран Хасока занял 11 место. Come Back to Me Намджуна заняла 19 место. Чангук для Кэлвин Кляйн – лучшее, что есть в мире. Конечно, помимо Тэхёна для Cartier. Все сотрудники компании Allo бренда спортивной одежды подписались на аккаунт Джина. Ждем, когда объявят о новом коллабе. Как же легендарно это было. В этот день Чангук и Тэхён 10 лет назад.
Эти двое считают друг друга самыми красивыми мужчинами, о чем они неоднократно говорили публично. Как можно не верить в их любовь? На картинке ситуация, в которой оказались армии, ставшие на защиту Тэхёна. Но причина вовсе не в несчастной картошке из мака, курицам и псевдо-отсемь. Нужен был повод зацепить его и унизить после того, как он выложил фото с Чангуком. Потому что объективно им нечего противопоставить фактам. Армии, которые разжигают волну хейта, ни ваши шаблоны для снижения его популярности, ни хейт не трогают его ни на йоту. Вспомните хотя бы то, где он служит. Туда не берут со слабой психикой. Он давно выше этого и всегда на шаг впереди. Гордимся тобой, Ким Тэхён. Стримьте больше его песни. Пусть наш ответ всем недовольным будет выражаться именно так. Надеюсь, горящие задницы однажды все-таки сгорят вместе с никчемными мозгами всех, кто разжигает ненависть к Тэхёну. Можно мне 10-часовую версию этой улыбки? Песня Blue and Grey, написанная и спродюсированная Тэхёном, получила золотой сертификат Японской ассоциации звукозаписи РАИ. Одна из самых легендарных актрис Южной Кореи, Ли Ян Кэй, известная по ролям в фильмах «Жемчужина во дворце», «Сочувствие леди мести», «Маэстро», «Нити истины», опубликовала в Инстаграм свой пост о Чангуке, а также назвала его своим любимым. Ранее она выбирала его песни в качестве своих любимых. Улыбка любимого мужчины – это не просто улыбка, не просто 32 белоснежных зуба. С этой улыбкой искрятся и глаза – это такой невероятный и совершенно неописуемый блеск, когда спирает дыхание настолько, что любой вдох кажется каторгой. И ты не понимаешь, на что смотришь – на глаза или на саму улыбку. Светится счастьем все лицо. И в эту минуту ты понимаешь, что и ты счастлив только от того, что он, твой самый в мире любимый и дорогой человек, счастлив. Песня Тэхёна Love Me Again получила 700 миллионов просмотров на Spotify. Она пробилась через стриминг и стала популярной. Love Me Again был недавно выпущен на Spotify, крупнейшей в мире звуковой платформе с более чем 700 миллионами стримингов. Сольный альбом Тэхёна Лайоува. Так называется предрелизная песня Love Me Again, которую за короткий промежуток времени прослушали 700 миллионов человек, основанная на сольных песнях в стиле кей-поп. Тэхён умеет громко молчать. От его взгляда порой мурашки по коже. И это тот случай, когда он не всегда общается знаками, типа песен и надписей, зачастую за него многое договаривает мимика. Ух, этот богатейший выбор микродвижений, который за секунду пробегает по красивому лицу и может выразить любую эмоцию.
Мой любимый образ Тэхёна. Я от него в глубоком обмороке. Даже спустя неделю после участия Джина в «Эстафете огня» Кей Медио продолжает обсуждать значительное влияние, которое он оказал на общественность, и его упоминают наряду с председателями двух крупнейших компаний Кореи. До открытия Олимпийских игр в Париже осталось всего 2 дня. Джин из BTS собрал огромную толпу, неся факел. Поскольку это мероприятие проводится раз в 4 года, деловой сектор также кипит от активности. Вот несколько уроков флирта от Тэхёна. Так на всякий случай вдруг понадобится. Мин Хиджин рассказала, что Hype включили New Jeans в клип BTS без ее согласия. Хани и Минджи из группы New Jeans, как известно, снялись в клипе BTS на песню Permission to Dance еще до своего дебюта. Только после официального дебюта группы фанаты сообразили, что к чему. Тогда фанаты BTS выразили некоторое недовольство тем, что новая женская группа компании продвигалась через BTS. Другие были приятно удивлены. 23 июля 2024 года генеральный директор Adore Мин Хиджин сообщила, что она не давала согласия на их появление в клипе BTS. В ответ на последние обвинения Hype, высказанные через Dispatch, Мин Хиджин опубликовала скриншот электронного письма, которое она отправила генеральному директору Hype Пак Дживону еще до дебюта New Jeans. Там она выразила свое недовольство тем, как компания представила девушек в музыкальном клипе BTS. Кстати, наряду с другими вещами, включая то, что вы без предварительной договоренности показали стажеров женской группы в музыкальном клипе BTS, я начала чувствовать, что невежливые действия продолжаются. Я осознаю тот факт, что происходит много вещей, из-за которых мне трудно доверять Source Music или Hype в будущем. Это полная новость для фанатов, которые ранее предполагали, что Мин Хиджин использовала BTS для продвижения своей новой женской группы. Нам, как и Тэхёну, эти поцелуйчики от Чангука очень необходимы. Dispatch пишет, Чангук в 16-й раз набрал 100 миллионов прослушиваний. Чангук демонстрирует свою неугасимую популярность. По данным World Music Awards, фанатская песня Чангука «Never Let Go» недавно превысила 100 миллионов прослушиваний на Spotify, крупнейшей в мире платформе потоковой передачи музыки. Это 16-е 100 миллионов прослушиваний в его карьере. Это рекорд для сольного исполнителя K-pop. Сначала Seven преодолел отметку в почти 2 миллиарда прослушиваний. Left and Right имеет 900 миллионов прослушиваний. Это невероятный рекорд. Standing Next to You транслировался 700 миллионов раз, 3D транслировался 600 миллионов раз, Euphoria транслировался 500 миллионов раз, а песня чемпионата мира по футболу Dreamers также достигла 400 миллионов прослушиваний. Он покорил мировую аудиторию в самых разных жанрах. Stay Alive Чангука собрал 300 миллионов прослушиваний. Parallax и Still With You превысили 200 миллионов прослушиваний. Рекордная серия, похоже, продолжится. Never Let Go, Yes or No, Too Much, Big Jin, Please Don't Change, Hate You и My You достигли 100 миллионов прослушиваний.
Чангук также будет представлен на специальных мероприятиях во время своей военной службы. С 30 августа по 22 сентября пройдет выставка Golden The Moment в Макур-Моксе в Мёндоне в Сеул. Она выделит золотые моменты. Она продемонстрирует такие предметы, как костюмы для занятий и наушники-вкладыши. Вы также сможете увидеть трофеи-таблички, которые Чангук получил за свою карьеру. Также есть специальное пространство и фильм. Любимый сладкий зайчонок. Коротко о приоритетах и любимых вещах Тэхёна. Если бы демон-искуситель воплотился в земном облике, его бы звали Ким Тэхён. Чангук радостно показывает свою ногу, а Тэхён нежно держит его носочек. Второе место. Это так интимно. Этот момент. То, как они прижимаются друг к другу. Так красив, умереть можно. Первое место. Отношения Чангука и Тэхёна – это целовать и обнимать своего бойфренда, когда вы спите вместе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.